Всем друзьям нашего канала Финско-Украинской ассоциации национальной обороны. Вот врагам тоже привет. У нас сегодня очень интересное будет интервью с командиром сибирского батальона, одного из подразделений ГУР. Вопросов достаточно много, и будем надеяться, что на все на них получим хорошие ответы. Пожалуйста, представьтесь. Здравствуйте, мой уважаемый батя, я командир сибирского батальона, стоял во главе формирования этого подразделения. Начинали путь с начала, так сказать. То есть сначала вот это 22-го года? Нет, мы чуть позже сформировались. Сибирский батальон был создан в 23 году. Ну, официально у нас день создания 15 сентября 23 года. У меня 14 рождения. Задум и уже подготовка к формированию подразделения был чуть раньше. А как вот такая идея вообще возникла? Где Сибирь, где Украина? Расстояние большое. На самом деле идея возникла потому, что после начала полномасштабного вторжения, да, много людей из Сибири, в том числе, изъявили желание с оружием в руках бороться против режима, против путинского режима Российской Федерации. И было принято решение, что надо дать возможность этим людям, да, то есть отстоять свою независимость от Москвы, дать им возможность защитить свои интересы с оружием в руках, так как они хотели этого сделать, потому что другого варианта они не видят уже, ну, как бы, чтобы развалить этот империализм путинский. А солдаты, которые в ваших рядах воюют, это часть из них уже жила в Украине, или это люди, которые уже после начала полномасштабной войны решили в Украину приехать и вступить в ряды, или это пленные? То есть... Не, это люди, они не жили в Украине, они приезжали в Украину. После полномасштабного основное количество этих людей, она выехала с России. И, ну, всякими путями, ну, как бы, хотели, ну, принять участие, да, в борьбе против режима, и очень много было запросов, вот давайте, ну, будем действовать, так сказать. Вот. И они, после того, как мы приняли решение создания такого подразделения, они начали приезжать в Украину и запустили уже, как бы, основание сибирского батальона. А люди это уже, скажем так, такие опытные, которые с оружием умеют обращаться, или также были такие, которые вообще как бы раньше? Нет, основное количество людей этих, они не знали, что такое война, что такое оружие. Это совсем разные там обученные, ну, там разные там направления у людей. То есть были у меня там художники, там писатели, то есть военных очень мало на самом деле было. Но они приехали с желанием научиться и дать отпор врагу нашему общему. А какие у вас вообще подразделения, критерии отбора и обучения людей? То есть вы там всех принимаете, кто приезжает, или какие-то есть требования? Ну, смотрите, основной аспект — это мотивация, да, человека. То есть мы сначала разбираем составляющие мотивации, что его, ну, принудило принять такое решение, зачем это ему надо. То есть от этого все зависит, потому как чем сильнее мотивация, чем сильнее намерение у человека, да, тем он все остальное будет, ну, ему будет легче в подготовке, в тренировке, он будет понимать, для чего это ему нужно, да, потому что вторая составляющая, это понятно, это физическое развитие человека, да, то есть война тяжелая, и мы делаем, ну, подбираем еще по физическим возможностям, да, либо по технической подготовке человека, да, то есть там технологически война развивается, растет, да, и нам надо идти в ногу с развитием этой войны. Если у человека хорошие технические подготовка, учение, обучение,
он может у нас там развитие БПЛА, дроны, то есть технологии, да. Это тоже приветствуется, как бы, и мы уже в формате того, к чему у человека лежит больше душа, выбираем ему дальнейшую военно-учетную специальность. То есть не просто там, как в России, там всех штурма Не-не-не-не. обещают одно, а на самом нет, деле это новое. микроскопом гвозди забивать. Зачем? Зачем это делать? Да, красиво сказано. У нас в Финляндии вот очень хорошая аналогия. В начале прошлого века у нас были такие очень патриотичные люди, якорит, ну или егеря, которые пошли именно получать военный опыт в рядах немецкой армии. Вот. И их было немного, политики были против, но в итоге, когда эти люди получили военный опыт, и потом со временем это был костяк нашей армии. Как вот, например, это восстание красножопых победили. Это была очень сложная война. Это такая, как гражданская война в Финляндии была, которая с российской, ну, Советский Союз помогал оружием, солдатами. Оружие раздавали красножопым и помогали. Вот. Но в итоге, благодаря Маннергейму, благодаря тем людям, которые отслужили в немецкой армии, удалось этой красной гидре голову отрубить, вот, восстановить порядок в стране. И также во время Зимней войны те вот люди, как раз, которые этот опыт проходили, получали, это был костяк нашей армии. Если бы таких людей не было, то и, ну, как бы, Зимняя война, она, наверное, недели за 2-3 закончилась, как боевой опыт на самом деле очень, ну, очень нужен в каждой стране, наверное, в каждой стране в наше время, да, то есть, понимаю. Да, и в ситуации Россия, например, у Путина очень сильная вот эта вот репрессивная машина, и вот демократическими какими-то способами власть эту свергнуть невозможно, потому что как только кто-то начинает там что-то мутить, то сразу же приходят, ломают там, на бутылочку сажают или трусы там мажут новичком. Ну, то есть там невозможно, как какой-то лидер появляется. Вот. Но система, скажем так, также и слабая. Это Маш Пригожин в свое время показал. Никто не вышел за Путина. То есть ребята там как шли на Москву, ну, зря остановились, конечно. Но как вы относитесь к дронам? Как они изменили тактику ведения боя и в какую сторону сейчас эволюционируют по сравнению с тем, что было в начале? Очень быстро развиваются системы беспилотные, очень быстро с каждым днем. То есть мы идем в ногу, мы стараемся развиваться, идти в ногу с развитием беспилотных систем. Очень изменили ход войны. Почему? Потому что усложнило, да, там некоторые выполнение некоторых задач, усложнило логистику нам, но также и мы с развитием технологий усложняем противнику своему все те же аспекты, да, то есть у нас, ну, мы работаем, развиваемся в этом направлении, да, не стоим на месте. Ну, хотя там с 22 года было легче, да, там потом мы же, наверное, и показали, и что это можно делать, разведдроны появились, потом ударные дроны, да, ну и противник у нас перенимал, так сказать, этот опыт и против нас его начали применять. Ну, скажем так, мы чуть впереди в развитии. А в вашем подразделении тоже, то есть есть люди, которые именно специализируются? Да, на да, БПЛА обязательно. Да, подразделение БПЛА у нас есть, да, мы развиваемся, тестируем новинки, применяем их в боевых действиях, стараемся идти на шаг впереди от противника, чтобы не давать ему возможности там адаптироваться к нашим там, каким-то техническим разработкам. Потому развиваемся каждый день. Тяжело, потому что очень быстро, интенсивно это все, но мы идем в ногу.
А сталкивались ли вы с финской военной помощью, потому что Финляндия достаточно много помощи, там на миллиарды евро отправляет. То есть вы когда-нибудь сталкивались с продукцией, которая именно из Финляндии приходила в Украину? Или... Я знаю, что очень много, да, помощи было в Финляндии. По вооружению не скажу, мы не используем финское вооружение, да. А гуманитарную помощь, ну, в какой-то там формате, ну, тоже как бы не проходило у нас в подразделении. Как бы отзыва никакого не могу дать, к сожалению. Но я надеюсь, в будущем... Ну, тут как раз то, что мы да, хотим да, сейчас изменить, в будущем помочь. будет возможно. Что вы можете сказать о финских солдатах, которые служат в рядах армии Украины, уровне их подготовки? То есть вы там с кем-то общались, кто с ними воевал или... К сожалению, тоже нет, но у нас такое спецподразделение, мы как бы в основном сами вышли на работу, делаем свою работу, лично не воевали, не пересекались там на поле боя, да, то есть тоже отзыва не могу сказать, как бы мы не в ВСУ, то есть не в общем, да, как бы сказать, на ЛБЗ не постоянно, а только спецзадачи, потому ну, тяжело сейчас, нету ответа, нету практики борьбы, так сказать, ну, бок о бок с финскими солдатами. А как вообще вот вы видите, может ли, скажем так, финские какие-то оружейные компании как каким-то образом взаимодействовать с сибирским батальоном, там обмен опытом между военными, какие-то проекты, тестирования перспективных разработок? Ну, смотрите, напрямую с сибирским батальоном нет. Финны могут заключить сотрудничество с Министерством обороны, да, естественно. Министерство обороны будет передавать нам на вооружение те или иные там вооружения, мы их будем тестировать, можем давать отзыв, то бишь мы можем как-то взаимодействовать по формате улучшения, там, может, каких-то там качеств там, оружия, да, то есть технических характеристик, да, то есть это взаимодействие уже после того, да, то есть напрямую с нами не сможем мы работать. Министерство обороны нам, если вы с Министерством обороны будете поставлять на Министерство обороны, да, Министерство обороны будет нам его передавать. Таким образом, конечно, обратная связь будет обязательно. Вот, скажем, такие единичные случаи. У нас сейчас очень такие интересные есть разработки. Вот то, что мы говорили, это глушители, там, пламегасители, да, для автоматов. И скажем так, если мы этот процесс будем как-то через Министерство обороны запускать, там даже, ну, то есть там речь идет о нескольких штуках. И... Не, ну если это в формате испытать в боевых условиях, да, 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 там, да. И отзыв какой-то да, получить. Это без проблем, да, мы с удовольствием протестируем, дадим обратную связь, может какое-то улучшение или может не надо будет улучшение, может оно хорошо сработает. Это без проблем, я думаю, что мы только рады. У меня просто идея какая, то есть прежде чем идти в Министерство обороны, нам нужно, чтобы этот продукт я был просто, уже такой... я сейчас вам сказал за глобальное там вооружение какое-то. Ну, да, напрямую да, мы не сможем его принять. А в танки, формате пушки, помощи каких-то там ПБС и тому подобное, это без проблем. Расскажите, пожалуйста, как вы лично относитесь к Кириллу Буданову, как к командиру ГУР, когда он еще был? С большим уважением отношусь. Это офицер, на которого хочется равняться. Да, это человек прошел весь путь военного, да, то есть он достойный командир, он, за ним хочется идти, да, в бой. Это человек с большой буквы. То есть не парадный там какой-то? Нет. Это боевой офицер, он принимал участие в боевых действиях неоднократно, то есть будучи уже даже на своей посаде, то есть это человек, на которого хочется равняться. Это действительно боевой генерал. Да, вот об этом тоже и писали, и видео тоже были. Да. И я сам был в шоке, что такого уровня человек... Он не прячется в кабинетах, да, он идет по пацанам. Он реально идет. Лично знаю, у нас была волчанская операция, мы были там, и он приезжал к пацанам на позиции. Это было поднятие боевого духа до небес. Это реально круто, когда
когда руководитель такого, ну, такого масштаба, да, подразделения приехал просто на позиции, ну, в форме с автоматом, ну это круто. Ну, в бронежилете там, да. Да. Как вы считаете вообще, то есть я даже представить себе не могу, чтобы со стороны врага кто-то, ну, кто-то из людей такого уровня вообще там хотя бы на 200, на 300 километров к фронту подъехал бы. То есть это вообще немыслимо. Это, да, чтобы президент там, этот отравитель трусов там где-то по бункерам каким-то ездит, какие-то иконки там раздает в костюме охранника пятерочки. Вот, но именно вот так вот, чтобы приехать куда-то, ну, и как... Это достойное уважения. Это действительно человек, я же говорю, с большой буквы, и как командир, как руководитель, ну, это круто. А насколько это важно для спецподразделений, ГУР, когда их начальник не только приказы отдавал, но сам вот эти риски разделял, приезжал, то есть это... Ну, это вообще концепция у всех спецподразделений. У нас это принято, чтобы командиры не были просто там кабинетными командирами, там с пунктов управления руководили, а все командиры должны непосредственно иногда там вести в бой группы, заходить с ребятами на какую-то работу, то есть чтобы у них был боевой опыт, этот опыт передавали молодым бойцам, это мотивирует больше, это есть понимание, что их не отправляют просто там в одну сторону, скажем, да, так, командир идет с ними, он должен показать своим примером, должен мотивировать бойца, показать, что это возможно сделать эту задачу, это большая ценность, скажем так. У нас финская армия на самом деле тоже похожая политика, и во времена Зимней войны, вот, к сожалению, очень много офицеров погибало в этих операциях, потому что ну, своим примером они показывали, когда в атаку надо идти, вокруг там пулеметы, автоматы, там, но надо было людей поднимать, и да. Ну, это вот хорошо описано в фильме «Неизвестный солдат», Тунтам это Сотилас финский, «Зимняя война». Ну, скажем так, офицеры, то есть были, конечно, да, и тыловые крысы, но в основном это, ну, как бы люди опытные, и они приходили именно на передок, рискуя жизнью, там, смотрели, как дела обстоят на самом деле. Нет, мотивация только таким путем достигается. А какие вот сейчас главные вызовы современной войны? Очень быстро развивается война, да, во всех аспектах. Мы стараемся идти в ногу с ней. Это как экономической составляющей, так технологической составляющей, да, то есть информационное пространство, да, то есть очень быстро все развивается, надо, ну, постоянно идти, догонять, спешить развиваться, потому что, ну, сумасшедшее развитие быстро. Так, ну и давайте поговорим о героях, которых с нами уже, к сожалению, нету. Можете рассказать истории некоторых из ребят, которые особенно запомнились? Ну, здесь был у меня боец, это полковник в отставке русской армии. После полномасштабного вторжения, ну, позывной его Эрик, давайте я обозначу. После полномасштабного вторжения он уехал с России. И он один из первых был желающих вступить в ряды сибирского батальона и с оружием в руках бороться против режима. Он полковник был, он как-то там связано с журналистикой у них было, он в принципе, ну, не воевал, особо с оружием там не умел обращаться, да, но тем не менее он приехал, вступил один из первых. Очень так с отдачей он проходил все подготовки, тренировки. И одной из была операция у нас воздушно-десантная на территории Российской Федерации. Он в ней принял участие. Они выполнили задачу. Он на себе 8 километров нес 300-го побратима. К сожалению, не донес чуть-чуть, был артобстрел, и он погиб. Но он героический поступок совершил. Тоже, который он нес, да, к сожалению, да, они оба погибли.
это был героический поступок, да, то есть для всех, для подразделений, то есть мы чтим его память по сей день, ну, всех пацанов, его, ну, как бы, он действительно показал, что он может, и что не все такие, ну, в России, как их считают, да, то есть... 8 километров одному тащить раненого, это очень сложно, потому что даже Очень. когда Это вчетвером тащить это в зоне тяжело, боевых, обычно там это, шестером это надо. даже очень храбрый, очень такой достойный человек, ну, прям человек тоже показал, что действительно есть вот мотивация, да. Это как воздушно-десантная операция, вы говорите, сейчас же в этой войне их особо даже и не видно было, и говорят вообще, что это такая как бы, если раньше это было актуально, то сейчас уже не так актуально, а получается, что Тем не можно, менее, совсем недавно она была, и как бы и до этого они были, как бы, да, это, ну, это было в СМИ, то есть об этой операции кто видел, тот знает. А как вы, скажем так, взаимодействуете с другими русскими подразделениями ГУР, которые сейчас с оружием в руках Украину защищают, и были ли у вас какие-то совместные операции? Были, конечно, совместные операции. Мы в основном, ну, там, среднестатистически выезжают несколько подразделений на выполнение той или иной задачи, в том числе и с нашими, так сказать, подразделениями, которые состоят тоже из русских добровольцев, да. Абсолютно нормальная совместная работа у нас. Может быть, там у нас разные идеологии, да, но у нас враг один. Мы воюем против одного врага, и бок о бок без проблем у нас работа происходит. Как вот вы лично видите Сибирь без Путина, в каких территориальных границах и какой там должен быть строй? Сделать просто независимые демократические государства. У них есть ресурс для этого, для создания таких демократических независимых государств. Это основная цель. А Сибирь... там они сами разберутся. Да, Сибирь это не дотационный регион, как Чечня, там, например. Да. И вполне могут, ну, как бы жить самостоятельно и делить вот эти блага из недров. И хорошо жить, они могут. Вот. Нефть, газ, и алмазы. металлы, там ценные алмазы, конечно. Небольшие страны часто побеждают в каких-то сражениях более такого сильного и мощного врага благодаря каким-то маленьким хитростям. Во время Зимней войны наши войска просто вот эти колонны дробили, вот, называлось Мотти по-фински, вот, дробили на куски. Солдатов оттуда не выпускали и, скажем так, даже не стреляли, они там какое-то время жгли, что могли, потом жрали, что было там, вплоть даже там друг друга. Изолировали. Вот. Ну и в итоге замерзали, и, я не знаю, там видели, там просто ужасные такие фотографии, когда эти вот разбитые колонны, и там люди просто сбившиеся в кучку, кто-то там в летних сапогах парадных, ну, просто замерзли и сдохли. Вот у нас как бы такие были небольшие хитрости, а есть ли какие-то у ваших ребят вот сибирского батальона, которые вы в нынешней войне используете? Смотрите, в каждом подразделении есть свои хитрости ведения боевых действий, да, но если можно, я не буду пока озвучивать. Но главное, что они есть. Да, они есть, и мы после конечного результата мы потом осветлим свои хитрости, которые нам помогли, да, выжить и победить противника. А знаете ли вы какое-нибудь оружие финское времен Зимней войны, там пистолет, автомат, там ружье какое-то или? Ружье, забыл, как оно называется. Оно было переделано с трехлинейки. С Мосинки, да. С 1800 года выпуска еще переделано, использовалось в обороне. А еще финнам хотим поблагодарить за хорошее название коктейлю Молотова. Да. Он нас выручал в 22 году. Да.
Какая ваша любимая книга или фильм о войне? К сожалению, сейчас, наверное, ну, не к месту говорить любимая, потому что война это вообще, ну, для меня лично, да, там тяжелое такое испытание для меня, для моей семьи. И как бы нет у меня сейчас любимого ни книга, ни фильма, связано с войной. То есть, ну, как-то хватает, поверьте, То есть, от когда и до. в кругу семьи там фильмы про войну не смотрите? Не. Хватает войны уже. А как вообще вот эта война на семейную жизнь повлияла? Ну, тяжело, мне тяжело, моей семье, потому что, ну, длительные расставания, то есть я уезжаю надолго, долго не видимся. Тяжело морально, психологически, детям, жене, мне, потому что я от них уезжаю, да, то есть, ну, мы справляемся пока, все хорошо у нас, держим строй, так сказать. А как вот, например, ребята, которые у вас воюют, получается как-то свои семьи вывозить? Или у кого-то семьи там до сих пор на территории России? По-разному. Стараются, конечно, если семьи в России стараются не поддерживать близких отношений, потому что, ну, там, понимаете, да, спецслужбы будут работать. Стараются вывозить где-то в Европу семьи, чтобы, ну, обезопасить их, да, там, от влияния спецслужб российских. То есть, ну, как так. А вы как-то помогаете вот эти вопросы утрясти? Конечно. Чем можем, мы помогаем, там, ну, там, шо в наших доступных силах, скажем так. Как свободное от работы время проводите? Есть какие-то хобби или просто вот там война, семья, там мотоциклы, например, там еще что, ну, то есть что-то такое? Свободное сразу к семье, это однозначно, побольше провести время. Есть хобби, да, у меня есть мотоцикл, люблю просто ехать навстречу ветру, душой отдыхаю, морально отдыхаю, чуть-чуть забываюсь, да, что вот такой тяжелый сейчас период в Украине, чуть-чуть дает возможность расслабиться, подготовиться к следующей задаче, скажем так, работе. Я тоже обожаю мотоциклы с 2000 года, вот, езжу, и ну, это не как средство передвижения, то есть я, например, когда с работы ехал домой, там, жене звоню, с работы уехал, я мог там, ну, там за 15 минут доехать, а через 3 часа приезжал. И вечно вопросы, а где ты был? Да. А просто, ну... Мчался навстречу ветру. Да, или куда-то вообще там в противоположную сторону, какой-то архипелаг, там красивое место, сел там, выкурил сигару и тоже этим болею, да. Дальше. Ну, надо какой-то чуть-чуть иметь точку отдыха, забыться чуть-чуть от это как реалий. Антистресс гораздо лучше всех вот этих там липучек, там вот этих, потому что... Да. Ну, у каждого свое, давайте. Ну да, кому-то может быть и пожмыкать эту резинку тоже помогает. Просто когда реально, вот у меня были ситуации, ну, очень там нагружен, работа, там какой-то стресс, там семейные какие-то дела, и садишься и едешь куда-то, просто это, ну, ветер уносит всю эту хрень, и с чистой головой уже приезжаешь домой. Так, ну, расскажите, пожалуйста, как финское государство и общество может поддержать вас в этой войне против нашего общего врага? Знаю, что были большие пакеты помощи Украине. Хотелось, чтобы дальше поддерживались дружеские отношения, партнерские отношения в том числе, помогали развиваться, перенимали опыт у нас. То бишь, я считаю, что нужно, ну, в этом направлении работать, сотрудничать. То, что, ну, государство, да, там военную помощь оказывает, вот, но у нас очень много таких организаций, вот, которые помогают, и военным помогают, и гуманитарную помощь тоже привозят, и там не только финским солдатам, но и вообще как бы всем. Вот эту войну из Финляндии больше 100 человек прошло, около 15 из них погибло,
Вот, причем у нас основная проблема это то, что мы не можем наших погибших, хотя мы знаем, где они находятся, мы никак не можем их достать. Вот, и это такая реальная проблема. Вы с такими же проблемами тоже сталкиваетесь, и как это возможно, скажем так, как-то посоветовали бы, как их решать? Есть действительно такая проблема, она глобальная проблема, да. Мы, конечно, стараемся погибших всех своих забрать. Бывает такое, что там ну, нереально, да, но есть у нас с Россией процедура обмен тел, да, и предварительно у нас все бойцы сдают анализы ДНК. Мы потом уже, если не получилось, при обмене тел все проходят экспертиза ДНК, и мы хороним своих бойцов со всеми почестями. Вот некоторые случаи были, когда можно в течение 2 месяцев можно было забрать, то есть это была ничейная территория, но очень рискованно было живого человека посылать. Вот. И понятно, у нас ну, финская армия тоже живыми ради мертвых не принято жертвовать, то есть это понятно, что ну, как там американцы там, из одного пилота там направили сотни, то есть такого это неоправданный риск, действительно. Да, ну, и вместо одной жертвы можно, будет сейчас развиваются у нас наземные роботизированные комплексы, которые, в принципе, для этого тоже как бы производятся, да, то бишь там раненых, погибших вывозить, то есть поле боя. Потому что действительно риск живым не оправданный чуть-чуть. Да, то есть я вам покажу, вот, когда я лично столкнулся, то есть я занимался вопросами вот как раз первого финского солдата, который погиб на территории Украины, он тоже служил в ГУР, вот, и вот эта вот боль, через которую его родители, родственники прошли, очень меня тронуло. И когда уже пошли следующие жертвы, и там придумывали, что только не придумывали. Вот я просто такой человек, все время что-то генерирую, какие-то идеи. Вот мы там одного думали, как его вытащить. Там надо 800 метров было просто открытое поле, и что быстро кто-то там подъедет на квадрике, зацепит крючком, потом тросом его вытащим. Ну, то есть какие-то такие идеи были. А потом уже начали вот эти НРК, про которые вы говорите, развиваться. И в Харькове мы разработали, то есть у нас есть, скажем, образцы, я могу показать такой техники. Вот. И я сам и в технической разработке принимал участие, и на себе это все испытывал, и видео такие интересные есть. И ими можно как раненых эвакуировать, так и погибших без риска для жизни. Да, это актуальная разработка, да, и я думаю, что у нас ну, некоторые НРК, вот, если раньше они там 15-20 километров там ездили, то сейчас можно установить небольшой двигатель, который будет подзаряжать аккумуляторы, и ну, даже 100 километров не предел для них, то есть можно будет. Еще такой вопрос, как вы считаете, то есть у нас такая идея тоже возникла, потому что многие солдаты, которые приходят воевать, их отправляют ну, в штурмовые какие-то подразделения, вот, и у меня такая, скажем так, идея возникла, чтобы был не такой большой, скажем так, риск для жизни и также польза для финского общества, для финской армии, создать такое подразделение, которое специализировалось бы на дронах. И как раз вот как часть ГУР такое вот подразделение создать. Как вы считаете, это идея хорошая? Смотрите, все подразделения, которые хотят создаться, помогать нам в борьбе с противником нашим общим, я считаю, это круто. Было бы неплохо. Поддерживаем. Конечно, я поддерживаю. Но это да, это люди, которые хотят победить нашего общего врага. Почему нет? Не вижу. Ну да, да. И я тоже, я понимаю прекрасно, что это небезопасно. То есть те, кто думает, что если человек там оперирует дронами, что у него там никакой опасности нету, потому что особенно
команды FPV, разведывательные дроны. На них даже кабы не жалеют. Да, и не одного, а там прям целую кучу могут выкинуть. И за ними охота ведется с обеих сторон. Вот. Но, понятно, там такие, которые на длинные расстояния летают, там это можно, в принципе, из Киева такими орудовать, это немножко проще. Вот, но... Ну, в зависимости от специфики, да. Чем именно будут заниматься, там крыло, там ударные, разведдроны, это же все специфика, все дальность от ЛБЗ. А основной урон наносится FPV дронами, если я правильно понимаю. Да, ударные камикадзе FPV дроны, да, то есть это сейчас с нашей и со стороны противника это основной такой рушейный направление, да, то есть артиллерии меньше, потому что дрон дешевле. Ну да, особенно если финские снаряды, там они стоят там, по 6-7 тысяч штук. Дешевле дроном. Да. Очень большое, да, сейчас и на оптоволокне очень много используется для противостояния там системы. А это правда, что то, что говорят сейчас, что там 85 или чуть ли не 90% урона, который наносится, это именно дроны? Ну, где-то так и есть. Я думаю, что так и есть. То есть традиционные вот эти там если... атаки. Ну, как? У нас это профессиональная зачистка, да, то есть у нас таких там уже нема, это не работает спецподразделения. Да, есть на пехотинца тоже работа, да, как бы. Ну, в основном подготовка, это ударные дроны. А тактика ведения боя россиянами, она как изменилась с начала войны? Особо не изменилось. У них как были, так и остались. Это просто пытаться взять количеством, да, то есть они гонят, с 10 дошел один, закрепился, а к этому одному идет еще 10, дошел еще один только. И вот накапливаются, лезут количество, мясные штурмы у них тактические бойцы не подготовлены, на это они времени не выделяют, они там где-то там забрали, погнали сразу воевать на СВО. Потому тактика практически одна и та же, да, то есть вначале они шли большими группами, а сейчас уже там чуть ли не по одному человеку по одному идет, не дошел, следующего повели, ну то есть, они постоянно это делают, ведут. Если мы понимаем, что тут пройти не получится, мы ищем какие-то 100 метров левее. Да, перепланируем чуть-чуть, перегруппируемся и думаем, планируем дальше какой-то новый заход. А у них нет, вот тропа есть, по нему ходят. Ну, дошел, слава богу, не дошел, ну, типа, следующего. Это как нескончаемый такой поток получается, потому что у них ресурса, человеческого побольше, и им, и не жалко. Им не жалко, да, действительно. Самое дешевое, что у них есть, это вот этот ресурс. Просто, одного не понимаю, все вот эти ужасы, которые творятся в этой армии, и как люди терпят, что их там насилуют, заставляют там дерьмо есть, убивают, обнуляют, калечат, привязывают к дереву там, причем они настолько тупые, что сами в своих телеграм-каналах это все публикуют. Ну неужели, я просто удивляюсь, скажем так, такому поведению, то есть как стадо баранов тебя на убой ведут, и вместо того, чтобы этих опричников просто убить и куда-то там перебежать сюда, или вообще там что-то сделать, и уйти красиво там в крайнем случае, вот так вот принимать это все, это психология у людей, что ли, рабская такая получается. Да, их так там воспитывают, скажем так, готовят к этому. Да. Отрицательная. Да. Это очень странно, потому что, говорят, там один народ, там Украина, Россия, но даже если сравнить, что реально происходит, вот здесь политик какой-то там деканал, люди на улицу выходят, сметают власть, то есть это уже не один раз было. Вот. Не всегда, скажем так, результат хороший, но в любом случае сменяемость власти даже такая, когда там к власти может прийти там кто-то,
Это все равно сменяемость, и это гораздо лучше, чем такая закостенелая система, где сидит там отравитель трусов на троне, и все вот, ну, деньги там воруют, и люди просто вместо того, чтобы скинуть это дерьмо со своей шеи, булки раздвигают и просят, что еще дайте. Ну, это как-то, не знаю. Раньше, конечно, надо было думать об этом. Сейчас уже сложно изнутри раскачать эту массу. Ясно. Хорошо. Ну, вот то, что мы там про раненых поговорили, я с Финляндии привез небольшой подарок. Это как раз такой мешок для эвакуации раненых. Вытащим. Термо, да? Да. Круто, круто. Это мешок ноши, да? То есть для эвакуации раненого. Круто, круто. Да, здесь как раз 6 таких ремней. Прямо на руку так подевается. И... Спасибо большое вам. Очень приятный подарок. Да. Спасибо, будем пользоваться. Да, испытайте. Обязательно испытаем и дадим обратную связь. Отзыв свой напишем обязательно вам. Очень ценная действительно вещь, потому что при ранении бойца раздевают максимально. И чтобы не было гипотермии, его укутывают термоодеялами. Это не всегда практично, не всегда в боевых условиях оно держится, его надо держать, оно демаскирующий фактор имеет, то есть есть чуть проблема. Чтобы боец не замерз до эвакуации, вот это будет очень полезно. Ну, да, даже сейчас вот у нас вроде весна, но это град и снег, и все как бы... и холодно, да, то есть, а боец когда еще голый, когда он, ну, раздетый, раненый, да, и боль, ну, то есть, я думаю, это ценный подарок, спасибо большое. Да, это вот не через Министерство обороны, это просто... Спасибо. Просто так от сердца. И давайте еще по поводу вот этих глушителей тоже. То есть я тогда некое количество привезу, испытаем, посмотрим. Без проблем, конечно. Конечно, испытаем. Может что-то доработать, может оставить как есть, если будет хорошо выполнять свою функцию. В принципе, будет интересно, было бы неплохо. Все. Хотели бы вы, скажем так, какие-то, возможно, финские дроны испытать? Если будет возможность, почему нет? Мы готовы, у нас есть свои пилоты, мы можем выехать также в зону боевых действий на следующие задачи, применить их в реальных боевых действиях, дать свой отзыв, как работает, поражение и все, что с этим связано. Будем рады. Так, сейчас. Огромное спасибо за встречу. Было приятно познакомиться. Я желаю вам всего лучшего, победы над нашим общим врагом. Слава Украине! Героям слава!